Здравствуйте, дорогие друзья, доброго времени суток. Сегодня я счастлив от того, что только что прошел эфир. Мы записали программу «Звездная гостиная» на Радио ВОС с Со мной. прекрасной, да, женщиной, которую, ну, вы все узнали, но я скажу, это неповторимая Екатерина Семенова. Катя Семенова, как мы привыкли слышать, с детства, я бы сказал. Да-да-да. Вот. И она сегодня не меняется. Сегодня вот у нас такой позитивный состоялся разговор. Обо всем поговорили. Она настоящая народная артистка. Почему? Потому что вышла из народа, как говорится, да, и вышла через правду, благодаря правде. Вот если бы не правда, то не было бы Екатерины Семеновой, потому что газета «Правда», тогда она была Комсомольская. правдивой, «Комсомольская правда», Да. объявила конкурс, как он назывался? Золотой камертон. И вот Екатерина Семенова попробовала написать о себе, что я пою. На тот момент она уже пела, нужно ей было петь. Вот, и нравилось ей, наверное, петь. Но мне тогда не очень нравилось. И я написала письмо типа того, что у нас там в заявке надо было... О ком-то писать. В нашем городе живет Виктор Тартанов. Ага. Он поет песни, сочиняет. И вот он, значит, мы, как слушатели Виктора Тартанова, предлагаем вам, значит, вот, прослушать его в конкурсе. Я никому не могла сказать, потому что сестра меня не поддержала, а больше никого вокруг не было. И я написала прям там: в нашей квартире живу я. Я пою, соседям нравится. И поэтому меня допустили до участия. Они просто, когда уже я выросла, когда мне все это рассказали, они хотели на этого придурка посмотреть, кто прислал вот такую вот заявку: в нашей квартире живу я. Вот. Так вот, вы чтобы понимали, может быть, кто-то не понимает, что такое «Комсомольская правда» в СССР. Это газета, которая выходила миллионными тиражами. Я думаю, что тысячи людей написали письма. И вот самое-то главное чудо, что Катя Семенова... 3000 нас было. 3000, да. Катя Семенова, да. Это допущенных. А сколько еще недопущенных было? Допущенных до того, чтобы прислать свои записи. Угу. А потом там как-то все отсеивалось. Нас 25 осталось. И в итоге Катя Семенова выиграла гран-при этого конкурса. Да. Но вот как-то так бывает, что ее адрес потеряли. Она тоже Нет, как-то... сначала потеряли, потом нашли, потом я выиграла. А, вот так было? Конечно. То есть вы уже на финале, там уже когда спели, тогда меня уже... перед финалом потеряли. Ага. Но вот что-то вот прямо они настойчиво как-то меня искали и таки нашли. И я уже в последний вагон, можно сказать, вскочила. Уже все наши конкурсанты имели песни для записи на финал. Так вот я говорю, что есть правда в жизни и есть судьба человека, потому что эта певица, она прошла по жизни, приобретая богатый жизненный опыт, и она не утратила ни юмора, ни каких-то душевных человеческих качеств. Она распространяет вокруг себя человеческое тепло, добро и позитив. И я сегодня, вот мы еще слушали песни с нового альбома, мне нравится название этих песен. Они все такие интересные. Вот мне, например, нравится песня про отопление. Отопление, Немножко да, ставит тупик сначала. Да. Вот, а на самом деле, это, наверное, все-таки это надо, вот я интригую, я интригую, чтобы все слушали, подписывайтесь в социальные сети. Но уже все равно название сказали. Дело в том, что когда я пою ее в концертах, я всегда говорю, ни в коем случае не говорите отопление, потому что называется теплая песня. Отопление — это та фишка, которая должна, значит, удивить народ. Да. А оно так и получается. И я вам хочу сказать, что обязательно везде подписывайтесь на YouTube-канал и в социальные сети. А я только ВКонтакте. ВКонтакте, вот, ВКонтакте подписывайтесь. И будем следить, потому что я сегодня сказал уже об этом. Катя Семенова принадлежит к тем артистам, к той плеяде, которая является стратегическим запасом нашего государства. И вот как очень, пресная вода. Да, очень значимо то, что она сегодня работает и с молодежью, и уже стала талисманом, визитной карточкой кинофестивалей. Вот об этом еще скажите, пожалуйста. Ну, уже сам все рассказал. Нет, ну расскажите, где вы были.
Да где я только не была. Ну так, в целом, что Я вот кто уже... это организовывает? Я вообще такая киношная крыса на самом деле. 90-е годы я все провела на кинотаврах с Рудинштейном. Я очень Мгм. люблю это мое. Потом как-то все немного поменялось, и вот уже 12-й год, как я э, упала под крыло, можно так сказать? Можно, конечно. Упала под крыло Сергея Владимировича Новожилова, который проводит фестивали, кинофестивали по всем вообще городам и весям нашей страны большой. А я как-то отличилась талантом. Я сначала, ну, как бы самодеятельно подарила ему песню про фестиваль «Амурская осень». Вот. И как-то им так зашла эта песня, что с тех пор я стала официальной гимнописцей фестивалей. Я пишу на все новые фестивали гимны. Ну, они больше, конечно, песни душевные, но называются типа гимны. И нашлись, конечно, масса артистов, которые вам завидуют. Ну, конечно. Я должна сказать, как я их называю? Да, можно. Можно. Всех этих артистов, они ждут от меня всегда этой фразы. Я говорю, суки завистливые. Потому что они меня очень все любят. А как еще сказать? И я их очень люблю. Вот, поэтому... Нет, я нас называю пионер-лагерь. Мы иногда расстаемся. Вот в данной ситуации сегодня сижу. Я уже 1,5 месяца как дома. И мне еще осталось 10 дней до выезда на фестиваль. Я уже скучаю страшно. Мы все переписываемся. У нас, когда новый фестиваль, создается группа. Фестиваль такой-то. И мы там уже начинаем друг другу кукукать, но особенно по работе получается. А когда у нас еще нет фестиваля и группы нет, ну, мы друг другу просто пишем, звоним, скучаем, ходим друг к другу на выступления, если у кого-то что-то есть. Ну, в общем, это очень хорошее дело. Я очень благодарен за то, что вы сегодня приехали, нашли время и подарили нашей радиостанции это интервью. Я вам еще Подарили 7 кучу, дисков да, подарила. подарили мне кучу дисков. Или даже вот, 8. да, 8. И один из них вы мне еще подпишете. Сейчас там. Вот. И я хочу пожелать вам творческого долголетия, здоровья и еще много-много ярких событий в вашей жизни. Спасибо огромное. Пусть знаете, что случится? Что? Вот обычно, знаете, бывают какие-то такие неприятные неожиданности. Бывают, Бывает. да? А я хочу пожелать приятных неожиданностей. Вот, Спасибо. чтобы они у вас случались. Это Виктор Тартанов и Екатерина Семенова. Всем до свидания. Всем до свидания. И здоровья вам, похожего на богатырское лучше всего.